Всем привет, друзья! Я Ксения Назарова, и я рада приветствовать вас на своем творческом канале «Красота в деталях». И в сегодняшнем моем мастер-классе мы сделаем с вами украшение на заколке автомат. Обратите, пожалуйста, внимание, данная заколочка такая жгучая, яркая, красная, как острый чили перчик. Эту заколку я так и вижу на какой-нибудь жгучей брюнетке или яркой блондинке, которая хочет быть обаятельной и привлекательной. Итак, друзья, прошу любить и жаловать. Начинаем наш мастер-класс из двух лент. Лента органза красная, белый горошек шириной 4 сантиметра, и она продублирована красной атласной лентой, тоже 4 сантиметра. Скалываю две ленточки между собой в нескольких местах и делаю небольшой косой срез, около сантиметра, и соберем на нить. Уж очень я люблю горошек, и эта ленточка, долго она у меня лежала, и вот я решила найти применение. Сама заколка мне очень нравится. Итак, я сколола иголочкой две ленты, сплавила их по краям при помощи огня зажигалки, и теперь собираю на нить, немножко скругляя вот эти вот краешки, чтобы получить такое волнистое ушко бантика. Для этой заколки, которую сейчас буду делать, я решила сделать не 2 ушка бантика, а 4, потому что заколка будет более крупная, бантик крупнее будет, ярче, и заколка автомат у меня побольше. Сейчас я измерю длину, скажу точно. Прошили, убираем иголочки и стягиваем нашу деталь. Закрепляем ниточку. Итак, 4 детали моего бантика. Абсолютно они одинаковые, готовы. И вот такая вот у меня заколочка автомат. Длина заколки 10 сантиметров. И воспользуюсь фетром красного цвета, полоской фетра. К ней это будет основа для того, чтобы подклеить детали нашего бантика. Основа готова для нашей заколочки. И ушки я буду клеить таким вот образом. Немножко одно от другого будет отстоять на несколько, около, наверное, полсантиметра, как вы сами захотите. Заколочка будет такая более объемная, более крупная. Клею сначала крайние ушки. Стараемся, чтобы было симметрично. Не торопимся.
Ну и осталось украсить нашу заколочку серединкой. Например, вот так вот. Или вот так вот. Сделаю вот такой вот стразу. Мне она нравится. И хочу показать способ, как можно лучше закрепить, используя проволоку, чтобы лучше зацепился клей за нашу стразу, и она не отскочила. Можно вот страза пришивная, здесь дырочки есть, и можно продеть в них проволочки, закрутить их. Лишнее отрежем. Вот такая очень яркая, нарядная, праздничная заколочка получается. Довольно крупная. Длина такого бантика 14 сантиметров. Можно украсить узел, хвост сзади на прическе. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, чтобы не пропустить новинки. Пишите комментарии, делитесь своими советами. Всем очень рада и до новых творческих встреч. Пока-пока.